Жан, а как Димаш Жалко. Кудайберген? Димаш Кудайберген, он же тоже джазовый певец. Он же учился на джазовом отделении, эстрадно-джазовое Ну, отделение. ну, Димаш на сегодняшний день, он, конечно, сказать, что он прям, он просто певец, он просто певец мирового значения. И говорить о нем, что вот прям судите его там, как он поет, об этом все знают, и у каждого есть свое мнение. Я, насколько знаю, у него фанаты со всего мира ездят за ним. Поэтому Димаш – это наша гордость. И как человек, и как профессионал, я просто хочу сказать, я его знаю с 15 года, когда он еще был совсем маленький. Я четко знаю, что все, что он сейчас добился, всего, что он сейчас добился, он добился своим трудом. Трудом, потому что он не просто там, вот у него есть такой голос, и все, да, вот он такой родился. Он работал над каждым со своим звуком, каждым, с каждой манерой. Он работал, до сих пор работает, наверное. Поэтому Мгм. молодец он, что мы скажем. Мы гордимся Э, им. Жан, ну вот вы же все-таки профессионал в джазе, а вот он когда поет джаз, он же поет, не, он исполняет, например, песню, и у него идет вот этот, как это называется, когда мелизмы всевозможные он присоединяет, и в это время он поет джаз. А как вам вообще, как вы можете? Вы, конечно, Ну, это неправильно нет, я оценивать профессионал. Ну, просто скажите вашу точку зрения. просто мелизма, допустим, я не скажу, что мелизма это просто джаз. Потому что джаз в основном люди поют, насколько я знаю, я не слышала, как он поет джаз, но то, что он где-то мелизмы добавляет где-то в своих песнях, да, это говорит о многом. О том, что он умеет красиво владеть своим голосом, технически, вовремя красиво поддает меняет свои тембры, да, то есть вот у него октав там сколько-то, он начинает там со своего грудного голоса, переходит на на свист. Я думаю, это искусство, потому что над этим надо просто работать. Я знаю, что каждый человек имеет с рождения голос, имеет какой-то потенциал, но не у всех он есть такой огромный, и не все могут над этим специально работать, чтобы добиться этого, понимаете? То есть, опять-таки, еще, конечно же, огромная удача должна быть у человека, чтобы он вот так вот в один момент, ну, конечно, не скажу, что прямо он проснулся, он шел к этому. И все звезды так сошли, что сам Всевышний его поддерживает до сих пор, слава Богу. Что значит понимать это? Что значит понимать джаз? Вы можете двумя словами объяснить? Очень Вообще, джаз это просто музыка, на самом деле, это просто музыка. Его нужно слушать, чтобы воспринимать. Есть люди, которые рождаются уже с таким э, восприятием музыки, да, с тонким восприятием. Есть люди, которые немножко надо работать над этим. Я помню, когда мои подруги э, приходили на мои концерты, вот где я пела джаз, вот этот вот джаз, я не понимаю все, вот что это такое, да, вот такое первое время было такое. Потом я говорила им, вы просто слушайте, я давала там диски, там слушайте, давала имена, кого надо слушать, просто слушайте, вам все равно понравится, потому что джаз не может не нравиться. Это такая свобода. Но для того, чтобы что-то понравилось, кроме вот там два прихлопа, три притопа, да, в основном два прихлопа, три притопа это для просто для танцев или просто для веселья. Вот классику, например, не любят те, которые классику не слушали никогда. Вот невозможно не любить классику, если ты воспитан на нем, то есть хотя бы просто слушаешь, в детстве слушал, да, знаешь композиторов, даже не надо композиторов знать, просто слушать классику. И обязательно понравится она, потому что это такая музыка, которая не может не нравиться. При этом, при всем, эта музыка, она открывает горизонты восприятия мира по-другому, краски по-другому будут видеться. Поэтому точно так же джаз – это свобода. Тут немножко вообще вот так вот открываются ваши видения мира по-другому, потому что это такая свобода мышления появляется, свобода жизни, свобода, свободное отношение
То есть я думаю, что джаз это... Его просто надо начать слушать, хотя бы с примитивного, какого-нибудь там с простого, там с традиционного, Ага. начать слушать, и просто постепенно оно будет нравиться. Нет такого, что-то понимать в джазе или не понимать. Если бы, допустим, мы когда-то в детстве не смотрели бы, допустим, балеты «Щелкунчик», «Лебединое озеро» по телевизору, да, мы бы даже не знали, что это такое. Мы, допустим, я, живя в Казахстане, в детстве нам всегда показывают по телевизору. Вот эти спектакли огромные, балет показывали, симфонию показывали. Мы все выросли, извините, нам государство там не спрашивало, нравится вам это или не нравится. Они нам просто показывали вот эту культуру, это искусство, и мы на нем выросли. Почему сейчас так не делать? Почему мы должны равняться, вот народу понравится, или people схавает или не схавает? Получается, что мы сами понижаем свою культуру, свое искусство этим самым. Вот последние 10 лет, почему мы сейчас дошли опять до этого уровня, да, вот это вот просто невежество, что люди не понимают ни джаз, ни классику, потому что по телевизору никто не смотрит и не пропагандирует это. И все. А вот так вот целое поколение выросло. Простите меня Хорошо. немножко. Спасибо большое, понятно. Так, вот Вот я вам просто хочу сказать, просто каждый должен, чтобы расширить свое сознание, даже просто, чтобы начать относиться к себе вот с уважением, да, просто возьмите, сейчас даже альбомы покупать не надо, зайдите в YouTube, там, просто вы забейте там какие-нибудь, просто там, самое легкое, это джаз, бразильский джаз, например, вот такие просто, и кайфуете. Постепенно вы будете больше и больше, больше требовать для себя. И тогда уже вы будете понимать. Ходите на концерты живые, и вы будете отличать, что такое живое исполнение, концерт, какая энергетика идет, а что такое фонограмма. То есть это огромная вот эта вот разница, когда идет концерт, и артисты выступают под фонограмму, либо вот тут же при тебе музыканты настраиваются и начинают выдавать, там такой драйв идет, и там энергия, у тебя прям мурашки просто. Вот это и есть наша эмоциональность, наша эмпатия. Вот в этом, во всем мы начинаем развивать в себе эти эмоции, любви, вот это восхищение. Ну, я вот думаю так, я не знаю, как по-другому объяснить людям, что нужно самообразовываться, особенно джаз это, то сегодняшним есть, джаз это, то есть, такой полет молодежи. фантазии, полет мысли, это свобода, да, то есть вы можете петь то так, то вы можете взять и симпровизировать в другую сторону, допустим, если вам захотелось. Вы как бы здесь человек свободен в своем творчестве, как хочешь, так и Тут не пой, просто даже не в творчестве, а в песне. солисты, они свободны, не то что свободны сами по себе. Тут идет такой вот, тут идет взаимодействие с музыкантами, с пианистом, с контрабасистом, с ударником, с барабанщиком. Да? То есть вот это идет такое вот слияние этой энергетики. И когда вот в группе сами музыканты друг с другом начинают кайфовать, сливаться в одну единую энергию, естественно, зритель получает удовольствие. Они получают еще больше этой энергии. Вот где нам брать энергию? Где нам брать хорошую созидательную энергию, позитивную? Вокруг сейчас все плохо, все там это, все. У меня у самой вот эти 2-3 дня я чуть в депрессию не вошла, потому что вот это все страшно было. Ну, опять вспоминаю, мне прям сердце начинает. Ох. Был Да. страх потерять свою независимость. Вот самый главный был страх для меня — потерять независимость страны, которую недавно 30-летие мы только праздновали. Вот это был самый страх. Потом был страх и обида, что люди умирают просто в мирное время. Когда власть, то есть полиция пошла против народа, вот это что это было тоже, вот это вот друг с другом все, просто вот так вот каша какая-то. Это было тоже страшно. Вот это непонимание друг друга. В общем, все это надо менять. Всю эту систему, которая уже изжила себя. Народ уже просто устал от этой системы. Я понимаю, что люди привыкли все 30 лет сидеть у себя в креслах, да, им удобно. Они даже не понимают и не знают, что народу не на что жить. Людям не на что жить, многим. Нечего терять. Поэтому они взяли дубинки и пошли за свои права.
Сейчас же информации много, сейчас же все открыто. Это раньше мы ничего не знали. И все боялись. А сейчас уже страха нет у людей. Поэтому правительство, в принципе, я думаю, что должны уже прийти к тому, что нужно считаться с гражданами страны, как наш президент с первых дней уже начали. Надеюсь, что это все потом доведется до правильного русла. Начали эти прекрасные перемены. Я прям надеюсь, что все будет так, как взяли курс на правильную, вот, демократическую нашу страну. Я думаю, в Казахстане все будет хорошо. Песня про то, песня про наше детство, да? То, что ностальгия, так скажем, про детство, как все было прекрасно. Ну, в принципе, слова такие незаурядные, все просто, все гениальное просто, так сказать. Поэтому сон мой прервется в ночи, ветер подует навстречу у раскрытого окна. Я пою о чем-то светлом, сон мой, меня позови снегом, окутай все крыши, помани меня к себе. Знать хочу о неизвестном, за морями, за горами, может быть, за океаном. Есть страна, где все беспечно. С моего родного детства, может быть, за той долиной, где живет гиппопотам, там игрушки, куклы, мишки, как скучаю я. Всех люблю, всех благодарю. Спасибо вам большое, Жанарочка, что пригласили, поболтали немножко, поговорили и о хорошем, и о грустном тоже. Но я, знаете, надеюсь, что все-таки все, что произошло в нашей стране, это все не зря. Все-таки народ добился, хоть и вот такими, хоть и кровопролитием, хоть и жестоким вот таким вот отношением, все-таки народ добился хоть капельки улучшения в свою сторону, улучшения жизни простого народа, потому что основа нашего государства – это люди, это наш народ, а наш казахский народ – это самый добрый, самый справедливый народ. Вот я не знаю, как можно, мне просто стыдно, что у нас тут сами с собой никак не можем вот это все разобраться внутри семьи, так сказать, что сейчас весь мир об этом говорит, что случилось в Казахстане. Но невозможно уже было терпеть, и поэтому люди вышли. А мы, казахи, долго терпим, а потом не удержать никого. Поэтому не надо до этого было доводить. Я желаю нашему Казахстану процветания, чтобы все, что народ требует, хотя бы 50% всего того, что сейчас мы требуем, все это исполнилось. Исполнили наши и президент, и правительство. В общем, надежда не умирает. Да. Будем здоровы.